Еще одна тема, связанная с ситуацией в регионе, обратила на себя внимание организация 12 февраля на площадке Организации американских государств некой экспертной конференции по новому проекту Конституции Кубы, по которому 24 февраля в стране пройдет общенародный референдум. В общем-то, такое мероприятие, на первый взгляд, не заслуживало бы и комментария, поскольку речь идет об очередном практически рутинном собрании антикубински настроенных экспертов. Я хотела бы сказать, что оно прошло еще в 1962 году, и тогда отстранили кубинское правительство от деятельности. В 2009 году данное решение организации было отменено, но Гавана не горит желанием возвращаться в лоно этой структуры. Если бы по итогам упомянутой конференции генсекретарь данной структуры не заявил о диктатуре, это цитата, на Кубе, о недемократичном характере конституционного процесса в республике, не назвал проект кубинского основного закона идеологическим памфлетом. Если бы подобное обсуждение не проходило параллельно с драматичным развитием событий в Венесуэле, если бы президент США в Майами, как я уже сказала, 18 февраля не заявил о своем желании смены политического строя на Кубе, вот эта вся совокупность факторов говорит о реалиях, которые происходят сейчас в регионе. Мы видим, что в западном полушарии просто обкатывается новая модель цветных революций, в которой во главу угла, вопреки общепризнанным нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, в первую очередь принципам уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, ставится внешнее признание некоторых аспектов исключительно внутринациональных процессов на основе тенденциозных и политически ангажированных суждений. В данном конкретном случае безосновательно, видимо, в угоду просто идеологизированным установкам Вашингтона, упомянутая мной структура берет на себя дополнительные функции оценки правовой и законодательной деятельности, относящейся к сугубо внутриполитической компетенции кубинского государства, пытаясь тем самым дискредитировать в глазах мировой общественности и самих кубинцев, принимавших непосредственное участие в разработке проекта собственной новой конституции. Мы исходим из того, что проведение на Кубе референдума и принятие основного закона – это неотъемлемое суверенное право страны и ее народа. Применение любых элементов давления на кубинское правительство и граждан Кубы абсолютно неприемлемо. Мы рассчитываем, что в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна адекватно оценят опасность указанного прецедента.